Приветики, с вами Лис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием Autopsy Simulator, то есть симулятор патологоанатома. Мы будем играть за Джека, который попал в больницу и, естественно, проводит вскрытие. И в один момент нам попадется тело женщины, в которой мы найдем кольцо нашей прошлой или тому подобной жены. И на этом всем более-менее завяжется сюжет. Напоминаю, это хоррор, это симулятор патологоанатома, и будет очень-очень интересно. Так что надевай наушники. Не знаю, сказать тебе приятного аппетита или нет, лучше убери, пожалуйста, еду, наверное, от экрана. Здесь будут не самые прекрасные кадры, потому что будет здесь прорисовано все органы. Так что, если ты к этому чувствительна, то не стоит брать еду с собой. А я бы взяла. Мне все равно, я смотрю сериальчики всякие под такое. Вот так вот. Вот чаечек можно взять. Так что приятного тебе просмотра. Ну, приятного аппетита, если ты тоже так, как я, можешь такое терпеть. Бюро судебной медицинской экспертизы Питтсвилла, доктор Джек Хенман. Слушаю вас. Добрый вечер, это Кейт Брус, не уверена, помните ли вы меня? Мы с вами разговаривали несколько недель назад о статье, над которой я работаю, о вашей жене. Я заглядывала в прошлую пятницу, хотела поговорить, но вас не было на месте. Пришлось попросить охранника, чтобы передал весточку от меня. Я бы хотела обсудить... Я вроде ясно дал вам понять, какой мой ответ, но так и быть. Повторю еще раз. Нет, перестаньте названивать мне, хватит расспрашивать о моей жене. Достали. Проклятые журналисты не дают мне работать. Черт побери. Не в лучшей я форме, чтобы записывать лекции для студентов. Чувствую себя абсолютно разбитым. Эх, где я ставил таблетки на этот раз? Так, секунду, сразу. Я хочу... Оп. Общий, вот. Вот это я побольше сделаю. О, чувствительность. Нормальная. Вот это да. Давно такого не было. Так, R читать. Так, а можно с самого начала? Здравствуйте, я Кейт Брукс, репортер из New Orleans Weekly. Никак не могу застать вас дома и начинаю подозревать, что вы намеренно меня избегаете. Мистер Хэммон, в любом случае, как вы знаете, мы бы хотели почтить память вашей жены статьей о научной работе, будем рады с вами это обсудить. Оставляю вам свою визитку вместе с запиской. Я хотела поговорить с вами по телефону сегодня вечером. Надеюсь, вы будете дома или в офисе. С уважением, Брюкс. Угу. А где записочка? Это что такое? Так. Мне определенно платят слишком мало за такое. Так ты не только патологоанатом, но ты еще и преподаешь студентам. Опять Стивен не убрался с собой. В ближайшие несколько месяцев он мне не понадобится. Почему? Среда не самый любимый мой день, хотя понедельник намного хуже. Словно это было в другой жизни. Это, видимо, и его жена. Не надо. Гадость. Неплохо бы уже починить кофемашину. А что, тебе зеленый чай не нравится? Это, походу, матча. Я, конечно, не пробовала матчу, но говорят, прям классно, но не всем заходит. И бог весь что, но для ночных дежурств вполне подходит, да. Ой, господи, тут же дофига всего. О. Нет? А нет фонарика, там еще чего? Что это? Губная помада? А что она здесь делает? Ты что здесь вытворял, дорогой мой друг молодой, а? Что ты вытворял, пока женушка не видит, а? А что случилось с женушкой? Так. Я слышал, что завтра ее откроют. Ну, тогда завтра зайдем. Так. Ага, там уже лежит кто-то. Давай тогда не будем сюда идти. Логично, что не надо туда идти. Так. Ага. Найти таблетки в уборной. О! Ладно, Джек, соберись. Давай, больше. И возвращайся к работе. А кто зеркало-то разбил? Зачем зеркало-то разбили? За что? За что? Почему здесь никто не убирается? Почему так много мусора? Сначала нужно установить камеру.
Принести камеру из хранилища. Ага, походу вот она, кстати. Это место мне больше подходит на обычную захламленную комнату, а не на хранилище. Ну, есть такое, кстати. Не думаю, что стоит трогать проводку. Не трогай. И без того все искрыто. Я тебя прекрасно понимаю, не трогай, прошу тебя. А лучше вызовем мастера. Не забыть бы на этот раз нажать кнопку записи. Да, Джек? Да, бывает такое. Установить камеру на штатив прозекторной. Прозекторной? А где ты? Где прозекторная? А что такое прозекторная? Я знаю прожекторная. А вот что такое прозекторная? Я не знаю. Надеюсь, с новым штативом проблем не будет. Так. Сначала надо типа одеться. Перчатки, помыть руки, очки, маска, фартук. Потом это все снимать на третьем этапе, на втором этапе подготовить инструменты, на четвертом этапе уже все изучать. Понятно. Воу. Воу. Оп. Ставим камеру. Давай. Видеокамкордер. Теперь выставим кадр. Ну, думаю, чуть правее. Направь камеру на тело и начать запись. Сойдет. 20 ноября 1991 года. Время 20:43. Запись лекции для студентов медицинского направления университета штата Миссури. Вскрытие производит Джек Хэнман. Добрый день всем. Приветствую вас, прозекторная. Сегодня вас ждет весьма сомнительное удовольствие. Вы будете наблюдать за полным процессом вскрытия трупа. Тем, кто уже проводил аутопсию, это видео может освежить знания. А тем, кто знает о вскрытии только из учебников, я настоятельно не рекомендую смотреть это после еды. Я вспоминаю, я кушала сейчас или нет. Да, кстати, я кушала. Ну ладно. Так, ну, как бы, что поделать? Ну, как бы, да, вскрытие всегда так проводится. Как бы, ну, там, всегда такое голенькое. Здравствуйте. 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 Так. Скальпель, ножницы, шприц, увеличительное стекло, нож. Кажется, я забыл помыть нож. Нож. Помыть. Вот этот? Раковина? А где? Здесь? Так, посмотреть на доску. Посмотреть на доску, посмотреть на доску, на доску. Так. Рассказать студентам, что важно в нашей профессии. Будьте терпеливы, проявите дотошность и, самое главное, не упускайте из виду ни одну деталь. Очень много травм заметны буквально невооруженным глазом, но порой, чтобы добраться до истины, придется копнуть куда глубже. На вас всегда должны быть надеты фартук и так далее. Есть вероятность, что что-то может брызнуть. На случай пореза всегда имейте под рукой дезинфицирующее средство. Вряд ли вы заработаете отравление трупным ядом, но если у вас проблемы с почками или печенью, то вполне может кончиться диареей. Понятно. Так, взглянем в отчет полиции. Здесь собрана вся информация, относящаяся к делу. Например, кем был или мог быть умершим и что могло привести к его смерти. Посмотрим, что тут у нас. Так, изучите материалы дела. Это вот эти? Нет, это не вот эти. Я не был уверен до конца, что у меня выйдет, но благословенное интернет-пространство значительно помогло мне устроиться на работу. Так, причем здесь это? Где бумаги? А, вот они. Досье. Так. Покойного звали Тобиас Чемберс. В округе его знали как старину Тоби. Ведь последние пару лет у него не было... Чего? Труп был найден на стоянке автозаправки. Где Тобиас часто видели. Он просил здесь милостыню или предлагал водителям протереть окна. Спасибо. Так. Тело нашел сотрудник заправки во время утренней смены. Сперва он подумал, что в канаву кто-то выкинул ботинки или плащ. Но спустя несколько мгновений осознал, перед ним была не груда одежды, а тело мужчины. Так.
Большую часть жизни он проработал в местном порту, где разгружал грузы. Его уволили из-за пьянства и драки. Сын Тобиш овладел магазином стройматериалов. Жена мужчины ушла от него много лет назад. Оба спокойным не общались. Угу. Судя по всему, покойный был пьян. Рядом были найдены пустые бутылки, рваное импровизационное одеяло и предметы, указывающие на то, что он, походу, пил. Вот и все. Вот и все. Отложить полицейский. Черт. Хорошо, стоит держать в голове, где именно обнаружили труп и что его окружало. Эти знания могут пригодиться, когда будешь изучать раны. Нельзя начинать процедуру без перчаток. Так, давай наденем перчатки. Кстати, если тебе нравится эта игрушка, то не забудь поставить лайк. Время сделать фотографии для отчета. Только куда я положил камеру? Она должна быть где-то здесь. Оп. А, так и знал, вот она. Так, как я уже говорил, перед внутренним исследованием нужно сфотографировать труп в том состоянии, в котором его доставили. Сначала сделаем фотографию всего тела. Старайтесь снимать сверху вниз, но помните, что это не всегда будет возможно. Нам нужен не идеальный кадр, а фотография, на которой будет видно, с чем вы работаете. Взять камеру. Ага. Так. Делать фотографию. Оп. Ой, извините. Тело в полный рост. А как? Оп. Далее мы начинаем искать следы и отметины на теле. Не торопитесь. Осмотрите труп со всех сторон, взгляните на него вблизи и с расстояния в несколько шагов. Ваша цель сейчас обнаружить любые странные детали. Ну вот, странно довольно-таки. О. Да блин, а как? Стой, а почему он не хочет фотографировать? А, надо было просто подойти? Окей. Плохо зажившая рана. Надо будет заглянуть на нее поближе. Окей. Так. На ногах раны следы обморожения. Вероятно, покойный носил обувь слишком маленького размера. Ага. Так. Так. А здесь что? Загрубевшие руки. Должно быть, это результат тяжелого физического труда. И похоже, что обморожение. О, голова. Вот это выглядит интересно. Обязательно нужно будет проверить, насколько серьезной была травма. Мог ли покойный умереть из-за этого? Чуть позже мы решим, что из увиденного следует изучить внимательнее. Но сперва мне нужно вписать основные данные. Так, прикрепите фотографии на доску для фото. Ага, вот сюда. Давай. Отличненько. Дальше. Провести вскрытие. Ну, поехали. Ты готов? Ты готов. А я не готова. Ну, давай-ка. Scissors, syringe, magnifying glass, knife. I guess I forgot to clean the knife. Сначала дезинфекция, да? It's been a while since the eye wash in this thing was changed. Не менял жидкость? Думаю, использовать ее опасно. Стоп, а что делать тогда? А как?
Надеть перчатки. Это... Так, стоп. Подождите, что делать? Ага. Personal information. Так, личная информация. Тело Deceased was без unclothed. одежды, дата, так, Okay. ля-ля-ля. Как видите, я все записал заранее в подготовленных формах. Каждый патологоанатом должен всегда пошагово описывать процесс вскрытия. Это позволит не только лучше следить за процедурой, но и сопоставить полученные сведения, на основе которых можно делать более точные выводы. Но довольно тратить время на фотографии. Начнем с изучения пятен. Так, нам понадобится лупа. Так. Смотреть все, что вызывает подозрение. Так. Лупа. Так, что сначала? Похоже на ожог. Ставлю доллар, что это было больно, но к делу отношения не имеет. Хорошо. Давай посмотрим на руки. На пальцах заметны следы обморожения. Это можно определить по характеру и цвету кожи. Ого. Хотела сказать, на труп похоже. Как это и оно и есть? Так. На голове покойной присутствует гематома. Судя по ее виду, можно предположить, что она была получена мужчиной еще при жизни. Еще я чувствую запах спирта. Если добавить алкоголь, в наше уравнение получится классический несчастный случай. Угу. И, по-моему, вот. У нас здесь целый набор: обморожения, ссадины, волдыри. Видимо, долго носил ботинки, которые ему слишком малы, или вообще ходил без обуви. Ох уж старина Тоби. Итак, мы нашли множество поверхностных ран и серьезных травм головы. Нужно еще раз взглянуть на заметки. Так. На заметочки. Нет. Планшет. Так, сначала отмечаю положение повреждений и делаю заметки по каждому из них. Итак. Окоченение. Обморожение есть. И что мне делать? Так. Рана на голове — определенная важная деталь. Угу, дальше здесь. Даже если подобное ранение не могло привести к смерти, мы все равно должны сделать запись. Старая, плохо зажившая рана, ожог или другое повреждение. Гематома. Прижизненная рана. Дальше у нас руки. Погода сейчас не морозная, но высокая влажность, ветер и переохлаждение тоже могут привести к обморожению. Если тело Тоби долгое время находилось на холоде, обморожение могло проявить вследствие защитной реакции организма. Защищать внутренние органы не менее важно, чем пальцы, нос и уши. Как видите, больше здесь ничего интересного нет. Давайте запишем, какие причины предположительно могли привести к смерти. Так, возможные причины смерти. Ну, естественно, это травма головы, потому что старая зажившая рана никак не могла привести к смерти, тем более какой-то ожог. Обморожение, ну, могло, но если обморожение всего тела, а не всего-то, ну, там, руки и ноги. Гематома. Пожилые бездомные нередко погибают в результате несчастных случаев. Старина Тоби вполне мог поскользнуться и разбить голову. Всё. Учитывая условия, в которых ему приходилось ночевать, он вполне мог заработать гипотермию. Нас такая возможность не интересует. Ну, тогда все. Но и ночи в последнее время необычайно мерзкие. Проверим, нет ли признаков обморожения внутренних органов. От спокойного сильно пахло спиртом. Значит, к нашему списку добавляется еще и алкогольное отравление. Алкоголь. Угу. Угу. Отложить планшет и продолжить работу. Мы не затронули только тему трупного окоченения. Проверить стадию трупного окоченения. Так. Возьмем нашего покойного за руку и понемногу поднимем ее. Что происходит?
А затем опустим. Как вы можете видеть, рука свободно падает. Подытожим. Похоже, смерть наступила более 72 часов назад. У полицейских была верная информация. Угу. Травма головы может о многом рассказать. Начнем с нее. Мне потребуется ацетилирующая пила. Инструменты. Пила. Нужно сделать распил от уха до уха. Да, фигово из меня. А затем удалить кожу и крышу черепа. Оу. На первый взгляд, оба полушария в порядке. Прекрасный мозг. Посмотрим на него в разрезе. О, как он шатается. Так, ладно, отойти от тела. Некоторые мои коллеги предпочитают осмотреть органы, не вынимая. Но мне намного удобнее, когда объект изучения можно смотреть со всех сторон. Нужно переложить мозг на доску. Так, движение, доска. Где доска? Инструменты, уф-лампа, игла, шприц. О! Препарировать мозг на доске. О боже. Нам понадобится нож с длинным и узким лезвием. Удерживая его доминантной рукой, осторожно надрезаем черепно-мозговую жижу. При этом все нужно тянуть мозг на себе. Господи, что здесь происходит? Я даже такие слова выговаривать не могу. Так. Оп. 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 Ага. Отлично. Судя по всему, гематома никак не повлияла на мозг. Как вкусно выглядит. Ага, сейчас уже вижу, как в чате пишут: зомби, ты зомби. Тебя мозг привлекает. Так, хорошо, продолжаем. Можно вычеркнуть несчастный случай из списка. Полушария мозга симметричны, кора с ярко выраженными извилинами. Угу. Угу. Мозг покойного в хорошем состоянии, так что выбора нет. Придется перейти к изучению остальных внутренних органов. Мне понадобится скальпель. Он где-то был здесь, рядом. Скальпель, скальпель, скальпель. Вот скальпель. Делаем... Ага, Y. Y-образный разрез. Режем как можно глубже, чтобы достать до грудной клетки. Я не могу одновременно это делать и читать. Теперь отделяем кожный покров и отводим его в сторону. А для этого нам нужно реберные кусачки. Нет? Так, хорошо. Убрать инструменты. Нужно удалить ребра. Для этого нам понадобятся реберные кусачки. Ты знаешь, мне как-то не очень. Хрустнуло. Такое странное удовольствие. Что? Два интересных момента, на которые нужно обратить внимание после удаления. Во-первых, нет никаких признаков застоя крови во внутренних органах. Значит, несмотря на то, что покойный явно находился в состоянии гипертонии, это не стало причиной смерти. Во-вторых, от трупа пахнет дымом. Нужно внимательно осмотреть легкие. По ней видно, что им хана. У них очень хорошо заметны черные смолистые отложения, накапливающиеся за годы курения сигарет. Да, легкие выглядят довольно печально, но вряд ли их состояние спровоцировало смерть. Элис тоже курила, но ее не это убило, а... О чем это я? Легкие. Точно. Прогрессирующее воспаление. Легкие с обширными черно-серыми отложениями, ярко выраженные признаки воспалительных изменений и обширного вздутия легочной ткани, вызванных курением сигарет.
О, капец. Что дальше? Now, the syringe. Берем Now's a шприц. good time to Время collect some собрать samples. образцы. С помощью шприца взять 3 образца для токсикологического анализа. Шприц. Specifically Нам 3. понадобится всего 3 из глаза, сердца и мочевого пузыря. I'm interested to Хочу see the измерить concentration концентрацию of alcohol алкоголя in в the body. крови. Vitreous humor С помощью analysis is анализа very стекловидного useful тела in можно indicating выяснить, long-term злоупотреблял alcohol ли abuse. человек алкоголем при жизни. 5 milliliters Из of blood левого ventricles желудочка should do возьмем it. 5 мл жидкости. Left on the bladder, Из we мочевого drop 10 about 10 мл. milliliters of fluid. Now we take our samples Теперь to the помещаем centrifuge. образцы в But before I do центрифугу, но that, сначала I мне need нужно to найти find my записную notebook. книжку. My dyscalculia С means цифрами that у I меня always проблемы, double-check the так что settings. всегда Please перепроверяю excuse с me собой. while I Прошу run fast. прощения, я схожу и перенесу все. Так, взять в кабинете записную книжку, где указаны необходимые для запуска центрифуги параметры. Какой-то шум. Ну, как-то сложновато, особенно мне с текстом. This whole thing is Вот, эта штука covered in вся в каких-то stains. I пятнах. should check Стоит this out как-нибудь under the взглянуть на них под microscope микроскопом. sometime. Лучше не надо. Так, использовать центрифугу. Let's get Центрифуга. back to the examination. Вернемся к делу. Вот она, центрифуга. Как это ужасно выглядит, конечно. We put all Так, the samples into the помещаем rotor. образцы в ротор. Или ротор. Не знаю. Так, дальше. 2 и 3. Now we set the Теперь appropriate выставляем нужное time and время для speed. скорости. Так. Оу. Так. Присутствие алкоголя в крови, скорость 70%, время 15 минут. Так, хорошо, давай. Скорость у нас 70%. Время 15 минут. Так, 70. 70. Время. Время Okay, let's roll. 15 минут. Вот. Там плохо видно. Так, запустить. Лежит. Oh shit. Черт, опять пробки Fuse it вышибло. again. Да как можно работать? Когда у тебя пробки Where were вышибает. we? На чем Oh, мы? yes. Ах да, содержание alcohol алкоголя в concentration. крови. Взять образцы. Ну ладно. No. Нет. No. О, Everything is все кружится. spinning. В смысле? Pills. Таблетки, надо I принять have to take таблетки. pills. Что с ним? Что с нами? Почему мы такие больные? Что такое? Что происходит? О, трэш. Где туалет? Туалет. Это ж перчатки только что проводил. Скрытие. Я кушать не скоро захочу. Только что этими перчатками проводил вскрытие. Только что заглотал таблетки. О боже мой. Let's see what we got here. Посмотрим, что тут у нас. Everything's separated Все as it отделилось should. как надо. Our lab is closed Наша until лаборатория tomorrow закрыта after до the завтра last, после недавнего incident. происшествия. However, Но учитывая, considering что that Toby's любимым favorite парфюмом old Тоби был parfum appears to эталон, be ethanol, этанол, I'm guessing the результаты results won't едва ли surprise me смогут at all. меня удивить. Пошли. Let's go further. Движемся We will now дальше. Теперь focus on the сосредоточимся на cardiovascular изучении system, сердечно-сосудистой specifically the системы. heart. Особое внимание стоит уделить сердцу. У меня слова просто, не выговариваются. Прости, я к следующему ролику We will move the привыкну, organ надеюсь. and Для начала examine it извлечем его closely. из тела, затем внимательно We изучим. look for dark Наша цель — hypoxic обнаружить areas, темные участки, clots, возникшие or other впоследствии elements that гипоксии, stand out as тромбы и abnormal. любые другие детали. At first glance, На первый the взгляд heart все looks нормально. fine. The pulmonary Похоже, trunk and легочный ствол aorta и seem to be in good аорта в condition. норме. There are no Никаких pathological патологических changes that would have изменений, которые могли бы contributed to привести Toby's к death. смерти.
Ну, вроде выглядит нормально. Фига себе, ну как прорисовано, я в шоке просто. Так. Ага. Now let's take a closer Приступим look к at the осмотру stomach. желудка. Size is normal. Размер в пределах нормы. Цвет Think that is розовый. expected. Ничего необычного. The stomach has no major Внешний желудок не external имеет damage. серьезных повреждений. We must now cut it Теперь open нужно and вскрыть inspect его и inside. изучить изнутри. We will do it carefully so Все that делаем its как можно contents более do not аккуратно, spill out. чтобы содержимое не вылилось. Так. На доске, а как можно We open аккуратно the stomach сделать? along the greater Разрезать желудок curvature, from the будем по heart большой to the кривизне, pyloroid от end. кардиального отдела до Во! Я I уже already чувствую, feel внутри there's что-то something left осталось. inside. О, о, о. Мне коврика не хватает. Я еще свой убрала. Маленький положила. Так, Large посмотри, amount of очень gas, много small газов amounts и of чуть-чуть yellow, серо-желтой grayish food кашицы. content, Похоже на какое-то resembling мясо. some kind of meat. Either our deceased hadn't Или этот eaten in человек давно days, не ел. or the bulk of his Или stomach большая had часть already found a содержимого way out. покинула Looks его like I'll have желудок. to find Видимо, missing придется найти, contents. куда делась пища. Мне уже не очень нравится. Точно неприятного аппетита, слушай. Точно. Есть There are два two ways варианта. here. One is obvious, Первый очевиден, а and the второй... other is- it couldn't have been Это вполне могла suffocation. быть асфиксия, не I'll add правда this ли? to the list and move Добавлю on это to the вариант к deceased's списку, neck. можно переходить к шее. Ну, хотя бы к шее, меня это уже радует. Шея. At first glance, С the виду trachea трахея looks выглядит normal. нормально. Нормально. Same result as with Тут the все stomach. как с The желудком. external inspection Внешний doesn't tell us осмотр anything. ничего не дал. This time we'll Будем cut on a резать на tray. подносе. Поехали. While cutting Поехали. such a Во small время organ работы as с the такими trachea, маленькими органами, we как must трахея, make a нужно делать precise разрез incision. очень осторожно. To be able to cut with the Орудием bare tip of кончиком the blade, лезвия. we must Орудием. hold the scalpel Для as этого we would a надо pen. держать скальпель как ручку. Оп. 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 And after careful Внимательный examination and deduction, осмотр и щепотка we've логики got позволит a нам сделать clogged вывод. trachea. Трахея It's time to забита. summarize Итак, the whole что мы thing. имеем? Что почему-то у него в трахее все застряло. Это очень страшно. И очень непонятно. Based on the Так, report and суммируя данные preliminary из протокола и documentation, предварительный it's safe отчет, to можно с assume уверенностью that the предположить, deceased что passed погибший out after употреблял consumption of спиртное, alcohol потерял and сознание fell и asleep упал on на his спину. back. Дыхательные пути перекрыты рвотой. Вот Then именно. the gastric Затем contents содержимое refluxed желудка and стало flooded выходить the наружу и airways, заполнило causing дыхательные death. пути, что и привело к смерти. Ам, That's why we don't forget about the Вот потому recovery не стоит position at забывать, dorm что после parties. вечеринок следует спать на одном боку. Погибший, скорее всего, уснул или потерял сознание после употребления большого количества алкоголя. Высокая концентрация алкоголя подавила сигналы мозга для вызова рвотного рефлекса, что привело к удушению. Асфиксия, значит, я все правильно выбрала? Ух. And now it's all clear. Теперь ситуация ясна. Смерть наступила в результате асфиксии. Ставим печать. Печать. The Оп, mystery оп. is solved. But for us, Ми. this is not the end. First, Оп. the dead body needs to be cleaned up. Оп. 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 Ну ладно, это перебор. Ну уже что сделать? Что здесь, что есть? Моя печать. Так. For this, we will Для need этого to мы close the закрываем ранее body and вскрытую grab the брюшную needle. полость и грудную First, клетку. we Сначала нужно unroll the поместить skin отогнутые flaps. кожные лоскуты на кожу. Тик. 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 And then А теперь we просто sew the зашиваем deceased труп. back up. Хорошо, где моя игла? I'm using the Я использую baseball так stitch называемый technique. бейсбольный This или stitching method is very V-образный. strong and quick to do.
Получается очень быстро. Видимо, он про иглу. Фига. Beautiful. Чудесно. Now we say goodbye Теперь to the можно попрощаться с deceased and трупом put и them отправить safely его in в the fridge, холодильную ready камеру, for the next stage откуда of он their journey. позднее продолжит свое посмертное путешествие. Так. Есть. О, куда? Вот туда. God, I'm tired. Как же я устал. I'll Занесу drop these образцы в samples off at лабораторию the по lab on пути the в way бар. to the bar. Так. Отправиться на парковку и сесть в машину. О, до свидания, все. Я больше не хочу здесь быть. До свидания. Кошмар I'll call какой. Steven. Позвоню Стивен, не хочется сегодня пить в одиночестве. О, понимаю. Какая же сложная жизнь патологоанатома. Жесть. Это что такое? Ну, слушай, ну, бывает. Ну, череп. Что? Мы ж не антропологи. Зачем нам череп? А вот это называется последствия профессии, походу. Если у тебя совсем нестабильная психика. Хотя надо быть, мне кажется, роботом. Такой профессии. Вот не иметь последствия. Они же еще там кушают. Господи, божечки. Отстаньте от меня. Отстаньте от меня, черепах. Пойду покушаю. Жесть. И, ну, я думаю, мы на этом моменте с тобой приостановимся. Не знаю, что сейчас будет после загрузки. Сохранение. О, Chapter 1. Отлично. Первую часть мы, походу, с тобой прошли. Это радует меня. Forgive me. Прости меня. Хорошо, я тебя прощаю. Я тебя прощаю. What? Что? Что? Christ. Господи, ну и сон. What a dream. Fuck. Блин, голова раскалывается. Все, вот на этом моменте мы точно с тобой и приостановимся. Напиши в комментариях, как тебе игрушка, хочешь ли ты продолжение. Это покажет по твоим лайкосикам. Все, спасибо тебе за просмотр, за лайкосики, комментарии. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления в следующих роликах и стримчиках. Все ссылочки в описании канала. И всем пока-пока.